Мусаев, представитель Республики Татарстан, город Зеленодольск. И тройку призеров замкнул брат Тимофея Матвей Акиньшин, также представитель Владимирской области. Поздравляем победителей и призеров в личном многоборье. Среди юношей первое место в личном многоборье занял Тимур Шалда, город Москва. Второе место Семен Калистратов, Челябинская область. И третье место Максим Баннов, Самарская область. Также присоединяемся к поздравлениям всем тренерам, спортсменам за их выдающиеся результаты. Ну а мы готовы начать наши соревнования. Судейская бригада только что была на ваших экранах. Сегодня будет у нас много гимнастики, прекрасные гимнастики. Сильнейшие гимнасты по итогам квалификации выйдут на помост, чтобы продемонстрировать свое мастерство. Уже все готово к началу соревнований. И через некоторое время мы начнем соревновательную часть на первом снаряде. Также хочу сказать, что вы можете писать свои комментарии под трансляцией в поддержку ваших любимых гимнастов. Мы все будем озвучивать обязательно. Всех гимнастов сегодня обязательно покажем. Мы видим, как спортсмены выходят на помост, настроены. Потому что сегодня есть шанс у каждого спортсмена завоевать медаль на первенстве России. Первенство России — это самый крупный старт среди данных возрастных категорий. Это огромный шанс для спортсменов, для юных гимнастов проявить себя, чтобы их заметили. Есть шанс пробиться в списке сборной команды России. Мы готовы вам представить составы. Юниоры 15-18 лет начинаются с снаряда вольные упражнения. А гимнасты юноши, возрастная категория 13-14 лет, выступают по первому спортивному разряду, начнут свои соревнования с коня. Сейчас проходит у нас разминка, после которой мы с вами сможем начать наши соревнования. Мы видим список гимнастов, которые выйдут на помост. Это снаряд конь у нас, первый спортивный разряд. Как раз таки мы можем ознакомиться с вами с составом, со списком спортсменов, которые у нас выйдут. И на экране вы можете наблюдать список спортсменов на вольных упражнениях у юниоров. Именно в таком порядке гимнасты будут выходить на помост. Также хочу сказать, что завтра состоится вторая часть финальных соревнований. Оставшиеся 3 снаряда. Гимнасты будут проходить и также бороться за медали в отдельных видах. Также в 12:00 будет вестись прямая трансляция. Мы всех приглашаем. Поэтому обязательно присоединяйтесь и следите за спортсменами, за своими любимыми гимнастами. Сейчас у нас заканчивается уже разминка. И через некоторое мгновение мы с вами сможем начать наши соревнования. Первым на вольные упражнения выйдет Егор Коновалов,
представитель Удмуртской республики. Будет очень интересно понаблюдать, как откроются наши соревнования. На следующей неделе в бой вступят девушки, юниорки. У них начнется первенство России здесь же, в Казани. Всю неделю девчонки будут соревноваться. Поэтому также следите. Все финальные соревнования будут проводиться. Будет вестись прямая трансляция. Поэтому присоединяйтесь, следите за новостями в социальных сетях Федерации гимнастики России, прошу прощения. Все новости там публикуются, и поэтому вы ничего не упустите. Разминка завершена, спортсмены уже готовы. И первым выйдет Егор Коновалов, 2010 года рождения спортсмен, Удмуртская республика. Ему выпала честь открыть сегодняшние соревнования. Встречаем Егор Коновалов. Начинает Егор с двойного сальто в группировке. К сожалению, сразу же падение. Обидно падать на первом элементе. И вторая связка также падение. Может быть, волнение сыграло свою злую шутку. И Егор уже два падения, к сожалению, допускают. Третья связка. Два винта по короткой линии. Элемент группы С. Акробатическая часть была выполнена. Следующая связка. Двойное сальто назад, согнувшись. Элемент группы D. Боковое равновесие. Обязательный элемент сейчас. И заключительная связка. 2,5 винта. Да, неудачное начало от Егора Коновалова, к сожалению. Но это определенный опыт для гимнаста. Нужно сделать выводы, не расстраиваться. Обязательно все получится. Егор получил оценку в квалификации 11,266 балла. А мы встречаем с вами Андреев Владислав, Самарская область. Хорошая посадка у гимнаста. Оттянуты ноги. Хороший круг. Очень чисто выполняет гимнаст свою программу. Мадер Шивадо. И остается только соскок. И блестяще справляется со своей программой Владислав Андреев. Очень понравился этот гимнаст. Очень чисто выполнил свою программу. Молодец. 2011 года рождения спортсмен. А следующим на вольное упражнение готовится выйти серебряный призер личного многоборья Радмир Мусаев. Прекрасный исполнитель именно на вольных упражнениях. Этот спортсмен. Будем надеяться, что сегодня он нас с вами порадует своим выступлением на вольных упражнениях. Сейчас в повторе мы можем понаблюдать за выступлением Егора Коновалова на вольных упражнениях. Также повтор Владислава Андреева на снаряде конь. Очень понравился этот спортсмен. Буду стараться вам озвучивать оценки каждого гимнаста. Так как на экран у нас они не будут выводиться, я буду стараться вас держать в курсе всех оценок. На снаряде конь следующим вторым выйдет представитель Пензенской области Максим Тащев. А на вольное упражнение, как я уже и говорил,
Радмир Мусаев. А нет, мы видим оценки. Оценка окончательная Андреева Владислава 12,3 балла. Это очень достойный результат для юношей. Поэтому это очень хорошая заявка. Посмотрим, как в дальнейшем спортсмены будут у нас выступать. Максим Тащев встречаем. Пензенская область. Очень сильная школа города Пензы. Мы посмотрим на его программу скрещения. Стойкли, элемент группы D. Полпроходки назад. Также мы видим, как гимнаст старается, вытягивается над конем. Хорошо держит ноги. Мадерши водой. Остается соскок. И соскок выполняет Максим посложнее. С поворота на 360. Элемент группы D. Ну, молодцы спортсмены сегодня. Мы видим, как Алексей Сергеевич Мамонов подбадривает гимнаста. Очень приятные впечатления и Максим Тащев оставил по итогам своего выступления. Снаряд очень коварный, нервный, но два спортсмена уже справились со своими программами. Ждем выхода Радмира Мусаева. Повтор выступления Максима Тащева. Мы все в ожидании оценки. Следующим на снаряде конь выйдет Максим Шинько. Оценка Максима Тащева 12,8. Ох, какая высокая оценка. Прекрасные результаты сегодня гимнасты нам демонстрируют. Максим Шинько, город Санкт-Петербург. Также гимнаст выполняет элемент стойкли группа D. Очень хорошая посадка. Видите, как над конем аж парит гимнаст. Мадерши водой есть. И остается также только соскок. Соскок группы D. Молодец. Молодец, Максим. Ну, какой прекрасный старт у нас сегодня на коне. 3 гимнаста справились со своей программой. Очень здорово. Будем ждать оценок. Радмир Мусаев, мы слышим, готов выйти на помост. И вот мы его встречаем. И смотрим на его программу. Внимание. 2 бланша с винтом. Прекрасное начало. Хорошая фаза полета. Бланш вперед в темп двойное сальто, согнувшись. 3 винта назад по короткой линии. Элемент группы А. Такой прыжок в упор. Неакробатические элементы. 3 русских круга. Группа С. Следующая связка. Винт вперед, двойное сальто вперед. Браво. Мы видим, что визуально очень легко, кажется, это все, когда исполняет Радмир. Ну и концовка тоже прекрасная. Двойное сальто с винтом. Это заявка на пьедестал, потому что базовая сложность очень хорошая. Базовая сложность квалификации была 4,8 балла. Оценка 13,0. Вчера оценка была у Радмира 13,266. Видим, что стабильно выполняет гимнаст свою программу. Это значит, что он владеет ей. Мы перемещаемся с вами на коня.
Это Тимур Шалда. Абсолютный чемпион первенства России. Многоборье. Мы видим проходки в кругах Томаса. Эффектные элементы. И соскок. И соскок также группы D. Блестяще. Блестяще. Ребята нас сегодня просто радуют. Оценка Егора Коновалова 9,760 тысячных. Да, мы помним, как Егор, к сожалению, неудачно открыл сегодняшние соревнования. Допустил падение. Но пожелаем спортсмену дальнейших успехов. Повтор выполнения упражнения Тимура Шалда. Следующим у нас на вольные упражнения выйдет Айдар Исмагилов, также представитель Республики Татарстан, 2010 года рождения. Оценка Радмира Мусаева 13,540 тысячных. Блестящий результат. С такой оценкой можно попадать в финал на чемпионатах и кубках страны. Молодец, Радмир. А мы смотрим на Исмагилова Айдара. Двойное сальто назад согнувшись. Элемент группы D. Бланш назад. Здесь надо бороться за доскоки, конечно, на простых элементах. И, к сожалению, падение на двух винтах вперед. Возможно, попытался поймать доскок спортсмен, но допустил падение. Винт вперед. Группа С элемент. Концовка. Да, к сожалению, сегодня на вольных упражнениях мы увидим, уже два спортсмена допускают падение. В ваших экранах Радмир Мусаев и его великолепная оценка. Повтор. Красивый ракурс. Ждем следующего выхода. На вольных упражнениях это будет Егор Сизиков, Тюменская область. А на снаряде конь Мунхей Дё, представитель Республики Башкортостан. Оценка Тимура Шалда 12,660 тысячных балла. Пока это второй результат среди всех спортсменов. Лидирует Максим Тащев на данный момент с оценкой 12,8. Мы видим на экране с вами Егора Сизикова. Он ждет своего выхода, ждет отмашки судей. Все, судьи готовы вызвать Егора. И Егор уже готов приступить к выполнению вольных упражнений. Первая диагональ. Винт вперед, двойное сальто вперед. Вышел за линию гимнаст. Дополнительная сбавка в 1/10 балла. Двойное сальто назад согнувшись. Неплохое приземление. Темповое сальто винт. Несложная связка.
Высокий угол. Также все неакробатические элементы. Два винта. Как раз таки тот элемент, на котором допустил падение Айдар Исмагилов. Два винта. Концовка с шагом. Выполнил от начала и до конца. Были, да, ошибки мы видели, конечно, но посмотрим. Оценка Айдара Исмагилова с падением 11,850 балла. Повтор выступления. Двойной сальто назад, согнувшись. В хорошем расположении духа Егор Сизиков после своих вольных упражнений. Это радует. В ожидании оценки. Напоминаю, что сегодня у нас выступают юноши 13-14 лет. Оценка Егора Сизикова 12,6. У юношей в финальных соревнованиях принимают участие по 8 спортсменов. А у юниоров по 10 спортсменов в финалах. А мы встречаем Матвея Урадовских, также великолепный исполнитель в вольных упражнениях. Посмотрите на его высоту выполнения элементов. Мы видим, что двумя ногами вылетел гимнаст. К сожалению, много сбавок получит за эту связку. Не хватает ковра немного ему, но очень сложные элементы выполняет Матвей. Есть большая перспектива. Есть данные для того, чтобы усложняться и показывать уже более сложную программу уже на взрослых соревнованиях. В следующем году уже Матвею предстоит перейти во взрослую гимнастику, так сказать, и начать соревноваться уже на чемпионатах и кубках России с нашими лидерами. 2,5 винта в темп-бланш вперед. Была связка. И концовка, 2 бланша. Сложные вольные, очень сложные вольные у Матвея. Базовая сложность 5,3 балла. Такая же сложность у Радмира Мусаева. Очевидно, Радмир выполнил более чище свою программу за счет качественных приземлений. Вот здесь на этой связке мы видим, как вылетел двумя ногами спортсмен. Так вот, по 10 спортсменов будет выходить на каждый вид у юниоров, так как у них две возрастные категории совмещены, кандидаты в мастера спорта и мастера спорта, поэтому дается шанс большему количеству спортсменов завоевывать медали, а у перворазрядников, у юношей стандартная схема, 8 спортсменов. И мы видим, что по 4 спортсмена выступает. По 4 спортсмена у юношей, по 5 спортсменов у юниоров выступают. Затем проводится еще одна разминка для следующих четверки и пятерки, соответственно, гимнастов, чтобы они смогли размяться. Для тех, кто не знает, как выходят спортсмены в финал, по какому принципу, я сейчас коротко могу вам рассказать об этом. Первый день проводится квалификация у юниоров, первый день соревнований. И по итогам первого дня формируется
список лучших спортсменов, лучших оценок по итогам этого дня. И, соответственно, вот мы видим десятку у юниоров. У юношей многоборье проводилось в 2 дня. Это обязательная программа и произвольная программа. И по сумме 2 дней лучшие 8 спортсменов на каждом виде получили право участвовать в финале в отдельных видах многоборья. Небольшая разминка, вы можете ознакомиться с результатами. С большим отрывом Радмир Мусаев сейчас лидирует. Матвей Урадовских 12,720. Мы видим пока промежуточное 2-е место. Да, была высокая трудность, но, к сожалению, много ошибок допустил спортсмен. Но все шансы еще есть. Посмотрим. Сейчас я посмотрю, кто у нас будет выходить следующим. Мунхей Дё откроет 4-ку у юношей на коне. А на вольных выступит Всеволод Коротков, Владимирская область. Вчера, если вы следили за ходом соревнований, не очень задались соревнования у Всеволода. Но будем желать удачи. Мы знаем, что он может выполнять прекрасно свои программы. И надеемся, что сегодня вольные упражнения ему покорятся. Повтор выступлений гимнастов на коне. Айдар Исмагилов. Двойной сальто назад, согнувшись. Радмир Мусаев уже сидит и наблюдает за ходом соревнований. Он свою работу уже выполнил блестяще. И будет ждать выступления своих соперников. Матвей Урадовских, вот эта высота, посмотрите, да. Чуть-чуть поработать над приземлениями необходимо Матвею с тренером. И думаю, что он громко может заявить о себе именно в этом виде. Разминка завершена, и мы готовы приступить ко второй части соревнований на первом снаряде. Всеволод Коротков. Вольные упражнения. Владимирская область. 2007 года рождения спортсмен. И начало очень хорошее. 2 с 2 в полугруппировке. Элемент группы Е. Вчера на этом элементе Сева упал. Сегодня настроен гимнаст. Винт двойное. Выход за ковер, к сожалению. Но нужно продолжать всю программу. 2 винта по короткой линии. Здесь бороться за приземление нужно. Каждая тысячная на счету. Акробатический элемент. 3 русских круга. Группа С. И, к сожалению, падение бланш в темп 2 винта вперед. Возможно, Сева еще не набрал нужной кондиции. Была травма у него достаточно серьезная. И, к сожалению, второе падение на концовке, на двойном сальто назад в группировке. Да, видимо, есть какие-то проблемы. Может быть, не в полной боевой готовности вышел Всеволод на эти соревнования. А мы с вами встречаем Мунхей Дё. Снаряд конь. Республика Башкортостан. Флоп русский круг. Группа Д. Стойкли. Также элемент группы Д. Выход на тело. Элемент мадер. Проходка мадера. Проходка шивадо.
И соскок. Также справляется гимнаст со своей программой. Очень радует, приятно удивляют спортсмены на этом виде нас сегодня. Все выполняют от начала и до конца, без помарок грубых. Очень отрадно. Что не скажешь про вольные упражнения. К сожалению, сегодня много ошибок допускают гимнасты. Но у нас еще 4 выхода ждет. Мы ждем 4 выхода на этом снаряде. Смирнов Даниил, Михаил Шехватов, Дмитрий Суходольских и Тимофей Акиньшин. Повтор выступления Мунхея Дё. Также хорошая посадка, хорошая линия на коне. И соскок группы С. Даниил Смирнов встречаем на вольных упражнениях. Ничего себе, какое начало. 2 с 2,5. Необычный элемент, достаточно сложный. Винт вперед, двойное сальто вперед. Вчера были во время хода соревнований в личном многоборье. Были проблемы со спиной у Дани. Но сегодня мы видим, что он заряжен. 3 винта по короткой линии, шаг. Но, видимо, Даниил поработал с врачами, и сегодня нету таких болей. Наблюдаем дальше за его выступлением. 2,5 винта в темп бланш вперед. Вчера получил, прошу прощения, в квалификации была оценка 13,133 тысячных у Даниила. И концовка, двойное сальто с винтом. Молодец, Даниил. Базовая сложность была 5 баллов ровно. Думаю, что сегодня такая же базовая оценка будет. Оценка Всеволода Короткова 10,140 тысячных баллов. Невысокая сложность. Невысокая трудность. Семен Калистратов, Челябинская область. Смотрим на выступление Семена. Серебряный призер личного многоборья. Хорошая программа. Эффектные проходки сейчас нас ждут в кругах Томаса. И остается только соскок. И соскок с 2 поворотами. Семен, браво. Мне вдвойне приятно наблюдать за представителем города Челябинска, так как я сам являюсь выходцем из этой школы города Челябинска, из Дюшор. ЧТЗ по спортивной гимнастике. Передаю пламенный привет. Хорошая программа от Семена Калистратова. Посмотрим, какая у него была оценка. Оценка была 12,6 при базовой сложности 4 балла ровно. Повтор выступления Даниила Смирнова. А мы с вами встречаем следующего гимнаста на вольных упражнениях. Это Михаил Шехватов, город Санкт-Петербург. Бланш вперед в темп, двойное сальто вперед. Следующая диагональ. Двойное сальто с винтом. Мы видим, что разрешается стелить мат на определенные элементы, чтобы не рисковать, чтобы спортсмены поберегли себя и не травмировались. 1,5 винта вперед по короткой линии. Акробатические элементы 3 русских круга. Элемент ласточка. Классика. Раньше это также были обязательные элементы. Еще со времен Алексея Немова.
Даже раньше. И концовка. Нет, не концовка. Еще одна диагональ. 2,5 винта было. И сейчас мы ждем завершающий элемент. 2 винта. Видим, как ловил приземление Миша, но чуть-чуть отпрыгнул. В целом от начала и до конца выполнил свою программу Михаил. Сейчас мы увидим оценку Даниила Смирнова. 13,1. Достойный результат. И второе место промежуточное. Мунхей Дё 12,640. Также отличный балл. Повтор выступления Семена Калистратова. Ну, сегодня все гимнасты просто нас на коне радуют. Я приятно удивлен, что на этом коварном снаряде спортсмены не допускают даже грубых ошибок. Молодцы спортсмены. Спасибо всем тренерам за подготовку гимнастов. Михаил Шахватов в ожидании своей оценки. Я думаю, что доволен выполнением своей программы. А мы встречаем следующего спортсмена. Максим Баннов. Бронзовый призер в абсолютном первенстве этих соревнований. Рослый гимнаст. Можете посмотреть, что по сравнению с другими спортсменами достаточно высокий рост у Максима. Но при этом он идет в многоборье прекрасно. И также очень достойно смотрится на коне. И остается соскок. Браво, Максим. Шикарное исполнение. Сложная программа. Оценка Семена Калистратова 12,8. Очень близкие у нас результаты сегодня. А мы встречаем с вами следующего спортсмена, представитель Владимирской школы гимнастики, Дмитрий Суходольский. Дмитрий Суходольский. Винт двойное сальто вперед на хорошей амплитуде. 2,5 винта в темп-бланш вперед. Пока все получается у Димы. Хорошее приземление. Три русских круга, группа D. 4,8 балла была базовая сложность программы у Димы. 12,7 оценка. 3 винта. Как хорошо смотрится, какие прекрасные приземления у нас сегодня от Дмитрия Суходольского. Параллельно мы сможем наблюдать с вами за Кириллом Почуриным на коне. Дмитрий Суходольский завершил свои выступления. И также Кирилл Почурин, Пензенская область, закончил свое выступление на коне. Мамонов Алексей Сергеевич подбадривает гимнаста. Мы видим, что чем-то недоволен спортсмен. Мы не сначала видели его выступление. Оценку обязательно мы озвучим. А сейчас нам показывают с вами заключительного гимнаста на вольных упражнениях Тимофей Акиншин. Чемпион первенства России в абсолютном первенстве. 2 бланша с винтом. Начало. Винт двойное. Пять и 1 базовая сложность квалификации. 3 винта назад по короткой линии. Очень добавили братья Акиншины за последнее время. 2,5 в темп бланш. Русские круги.
И концовка, двойное сальто назад согнувшись. Отличное приземление. Браво, Тимофей. Оценка банного Максима 13,80. Это первый спортсмен, который за 13 баллов перевалил на коне. Дмитрий Суходольский 13,260. Также отличный результат. Мы будем ждать окончательных результатов подведения итогов на первом снаряде. Все спортсмены завершили свое выступление. Дамы и господа, спортсмены завершили выступление на первом виде финальных соревнований в отдельных дисциплинах Казань. Поддержим спортсменов громкими аплодисментами. Просьба участникам соревнований. Соревновательная часть на первом снаряде подошла к концу. Мы ждем перехода на следующий вид. Оценка Кирилла Почурина 12,940. Не знаю, почему так расстраивался Кирилл. Хорошая оценка. Можем в повторе понаблюдать за выступлением спортсменов. Вот он, элемент 2 с 2 с поворотом от Данила Смирнова. Шикарное начало. Очень сложное и необычное. Семен Калистратов. Михаил Шехватов на ваших экранах. Тимофей Киньшин. Через некоторое время мы с вами вернемся в эфир. Мы видим окончательные результаты после первого вида гимнастического многоборья. Поздравляем, Радмир Мусаев, чемпион в вольных упражнениях. Второе место Тимофей Киньшин. И третье место Дмитрий Суходольский. Два представителя Владимирской гимнастики. И смотрим на... Вы видим, какие плотные результаты на коне. Баннов Максим 13 баллов. Почурин Кирилл второе место. И чуть-чуть совсем ему проиграл Владислав Андреев. Очень плотные результаты. Вы можете посмотреть. Все 8 спортсменов блестяще справились со своей программой. Вернемся через некоторое время с вами на следующий снаряд. У юниоров это будет конь, у юношей это будет снаряд кольца. Внимание, просьба судьям занять свои рабочие места.
Дамы и господа, мы продолжаем финальные соревнования в отдельных дисциплинах ВТБ первенства России по спортивной гимнастике. Приветствуем участников соревнований. Представляем участников финальных соревнований. Упражнение на коне выполнят Радмир Мусаев, Республика А мы с вами возвращаемся уже на второй снаряд. Липецкая область. Мы видим, представляют спортсменов нам. Щербаков, Чувашская Снаряд Республика. «Конь». Егор Пономарев, Пензенская Юниоры. Откроют соревнования область. Радмир Даниил Мусаев, Смирнов, Санкт-Петербург. Илья Мусин, Демид Щербаков, Егор Пономарев, Даниил Смирнов, Матвей Занин, Айдар Исмагилов, Леонид Елисеев, Андраник Нагопетян, Николай Мартиков. Эти гимнасты будут бороться за право Николай Мартиков, Москва. встать на пьедестал именно на этом виде. Упражнение на кольцах выполнят юноши. Семен Калистратов, На Челябинская кольцах область. юноши 13-14 лет. Семен Калистратов, Санкт-Петербург. Владислав Кострицкий, Максим Шинько, Тимур Шалда, Максим Баннов, Максим Тащев, Александр Бикбулатов, Роман Богданов Александр и Роман Богданов. Челябинская область. 8 спортсменов. Роман Богданов, Новгородская область. Объявляется Разминка первой группы. первой группы. Это пятерка у юниоров и четверка у юношей. Сегодня много спортсменов у нас примет участие. Откроет выступление на коне, как я и говорил, Радмир Мусаев. Сейчас мы с вами посмотрим, какая у него была оценка в квалификации. Оценка была очень хорошая. Мы видим на экране, вы можете наблюдать состав на кольцах юношей. Оценка Радмира Мусаева 13,233. Прошу прощения, 13,266 тысячных при базовой сложности 4,8. А открывать на кольцах программу у нас будет Семен Калистратов, Челябинская область. Список на выход на коне. Десять спортсменов, мы видим, да, 10 спортсменов у юниоров. Разминка на кольцах. Уже подходит к концу. Остаются считанные мгновения до начала, до старта второго снаряда сегодня. Напоминаю, что 3 вида у нас сегодня всего будет. И также завтра 3 снаряда. Гимнасты на опорном прыжке, параллельных брусьях и перекладине будут бороться за право стать победителем.
Хорошая атмосфера мы видим у нас на трибунах. Улыбки на лицах. Ждем старта. Все готово к началу. Разминка подходит к концу. Хочу выделить у юниоров, что у нас будет в списке участников Илья Мусин, хороший исполнитель в этом виде. У Ильи была травма, сейчас в многоборе не идет, но несколько снарядов на хорошем уровне уже выполняет. Также Даниил Смирнов показывает невероятную сложность на этом снаряде. 5,3 базовая сложность, великолепно. Была в квалификации 5,3 у него. Это самая высокая трудность из всех участников. С оценкой 13,9. А мы встречаем с вами, открывать соревнования на снаряде конь будет Радмир Мусаев. Уже 2 медали есть у Радмира. К серебру многоборье, золото добавил он буквально несколько минут назад в вольных упражнениях. И начинает Радмир со скрещения с поворотом, с разноупора в ручке, элемент сон. Вот это новые элементы. Заход в стойкле. Да, сложность есть. Мы видим, что немного разлетаются ноги у Радмира. Но сложность действительно очень хорошая. И остается только соскок. И справляется с соскоком Радмир Мусаев. Молодец, в хорошей форме. В хорошей форме находится Радмир. А мы с вами встречаем Семена Калистратова на кольцах. Сейчас нам покажут Семена. Выводящий тренер Еремин Семен Георгиевич. Прием разгибом в угол. Спичак, хорошая стойка. Мы видим, что на троса не опирается гимнаст. Йонасон Емаваки, большой оборот вперед. Мы видим, что не раскачивается спортсмен. Дополнительных сбавок не последует. И соскок 2 с 2. Хорошо, Сема. Хорошая программа. Выполнена очень чисто, на прекрасном уровне. Мы видим, как тренер доволен. Все хорошо. Справились со своей программой и тренер, и спортсмен. А мы с вами ждем выхода Ильи Мусина на снаряд конь. Илья начинает со скрещения в стойку с поворотом. Русские круги, группа Е. А здесь, к сожалению, на проходке разводит ноги Илья. Но борется до конца. Элемент Буснари. Сложнейший элемент. Тоже высокая сложность у Ильи. Стойкли. Очень серьезная программа. Мадер. Шивадо. 2 проходки. И остается соскок. И есть соскок группы Е. Молодец, Илья. Поборолся. Была заметная ошибка одна, но при такой сложности можно рассчитывать на достойный результат. Браво. Была погрешность на проходке в русских кругах. Оценка Радмира Мусаева 13,4. Это очень хороший результат. Достойно открыл соревнование Радмир на кольцах. А на кольцах готовится выйти представитель города Санкт-Петербург Владислав Кострицкий.
Все в ожидании продолжения соревнований. Владислав уже готов выйти. Большая заминка. Судьи выводят оценки. И все готово. Владислав Кострицкий выходит на помост. Посмотрим на его программу в крут. Спичак. Большой оборот вперед. Большой оборот назад. Хорошая стойка. Здесь применяет силу, к сожалению, падение. Придавило немножко Владислава. Ну, к сожалению, это падение, да, это самая грубая ошибка, но может быть, не хватило физических данных. Но нужно доделать программу до конца. Забирается в стойку. И там оставался только соскок Владислава. Двойное сальто назад в группировке. Да, к сожалению, падение. Рассчитывать на медаль уже будет очень сложно. К выступлению на коне готовится Демид Щербаков, Чувашская республика. Мы встречаем с вами следующего гимнаста на снаряде конь Демид Щербаков. Чувашская республика, 2010 год рождения. И мы видим, что падение. К сожалению, падение. Первое падение на коне у нас сегодня из всех участников. Нужно доделать. Доделать обязательно. На флопе русском круге упал Демид Щербаков. Есть 30 секунд после падения у спортсменов, чтобы продолжить свою программу. Если спортсмен начинает после 30 секунд, то уже есть определенные санкции от судей и избавки. Доделывает свою программу Демид Щербаков. Упражнение на кольцах выполнит Максим Шинько, Санкт-Петербург. На кольцах приглашают к выступлению следующего гимнаста. Это Максим Шинько, также представитель города Санкт-Петербург. Хонма в угол, немного ноги упали. Йонасон. Подъем махом назад в угол. И тоже допускает падение. К сожалению, два представителя Санкт-Петербурга падают. Очень обидно. Но также нужно доделать свою программу. Тоже оставался только соскок, я думаю, у
Максима. Сейчас посмотрим. Переделывает оборот. И остается соскок. Да, ракурс поменяли нам. А соскок двойной сальто вперед согнувшись. Группа D соскок. Упражнение на коне выполнит Егор Пономарев, Пензенская область. На коня приглашают Егора Пономарева. 2010 год рождения. Пензенская область. Сделал от начала и до конца программы свою Егор Пономарев. Пензенская область. Справился. В целом все получилось. Доволен гимнаст. Поддерживают другие участники соревнований Егора. Мы слышим из зала выкрик «Егор, молодец!». Егор был 4-м по выходу на снаряд. Следующим выйдет Даниил Смирнов со своей невероятно сложной программой. А на кольцах мы ждем выхода Тимура Шалда. Повтор выступления Егора Пономарева. Тимур Шалда вышел на кольца. Подъем махом назад в горизонт, ноги врозь. Спичак. Хорошая линия. Немножко раскачало, мы видим Тимура. Большой оборот назад. Выкрут. И двойной, два бланша с винтом. Сложный соскок. Один из самых трудных, я думаю, который мы сегодня с вами увидим у юношей. Оценка Егора Пономарева 12,166 балла. Даниил Смирнов. Встречаем. Надеемся, что у Дани сегодня получится его программа, чтобы насладиться его блестящим исполнением скрещения с поворотом. Это невероятно сложный элемент. Я даже не возьмусь сказать, какая группа сложности, но это невероятная трудность. Элемент сон затем был выполнен. Стойкли. Разлетаются ноги. Остаются две проходки и соскок. И соскок группы Е. Браво, Даниил. Справляется. Зал взрывается. Конечно, такой мастер с такой программой выполнил от начала и до конца. Это просто блестяще. Будем следить за оценками. Повтор. Можете в повторе понаблюдать за этими невероятно сложными элементами. И соскок группа Е. Ждем оценок.
промежуточные результаты на кольцах. После 4 выходов Семен Калистратов лидирует. Тимур Шалда 2-е место пока занимает у нас. И 3-е, 4-е место 2 представителя города Санкт-Петербург, которые, к сожалению, допустили падение, как мы помним с вами. Мы видим, что еще 4 гимнаста будут претендовать на то, чтобы взобраться на пьедестал. Разминка длится. У нас мы видим оценка Даниила Смирнова 13,666. Абсолютно такая же, как у Ильи Мусина. Но мы видим здесь, что развели так, что Даниил 1-е место, Илья 2-е. Будем потом окончательные результаты дожидаться. Здесь очень важно по базовой сложности. У кого базовая сложность ниже и чище исполнение, тот, как правило, становится выше в турнирной таблице. Базовая сложность Даниила 5,7 мы видим внизу на мониторе. 5,7. Это просто уровень международных крупных соревнований. Мы видим исполнение 7,9. Да, были ошибки. Если еще почистить программу, можно за 14 спокойно получать оценки Даниилу. Прекрасно, прекрасно. Очень радостно, что на первенстве России у нас такие гимнасты выступают и радуют нас с вами такой сложной гимнастикой. Повтор выступлений гимнастов. А мы встречаем Матвея Занина. Он открывает вторую половину выступлений на коне. Республика Татарстан. 2008 года рождения спортсмен. Немножко не заладили вступление в многоборье. Но посмотрим, как в отдельных видах Матвей себя проявит. Скрещение с поворотом. Стойк ли, хорошая линия. Хорошая линия. Оттянутые ноги. Мадер. Проходка Шивадо. Здесь уже тяжеловато. И падение. К сожалению, падение. Ждем продолжение картинки. У Матвея была оценка, базовая сложность на коне 4,5. На кольцах выполнен Максим Баннов, Самарская область. А мы с вами встречаем Максим Баннов на кольцах. Самарская область. Рослый гимнаст. На коне он нам очень с вами понравился, если вы помните. Бронзовый призер в личном многоборье на этих соревнованиях.
И соскок двойной с винтом. Несложный соскок, но выполнил. Были ошибки, мы видели. Раскачивался спортсмен. Применял силу, сгибал локти. Готовится выполнить Айдар Исмагилов, Республика Татарстан. Исмагилов Айдар, Республика Татарстан, на коне. Старается вытянуться Айдар. Прямое тело держать пытается. Пока у него это получается. Немного разлетаются ноги. К сожалению, допускает падение Айдар Исмагилов. На кольцах у нас следующий. Давайте вернемся на коня. Доделает свою программу Айдар Исмагилов. Оставался только соскок. Обидное падение уже во второй половине своей программы. Допускает Айдар. Упражнение на кольцах выполнит Максим Тащев. А мы встречаем с вами следующего гимнаста на кольцах. Это Максим Тащев, Пензенская область. Посмотрим на Максима, что он нам сегодня продемонстрирует на этом снаряде. Вкрут. Хонма в угол. Хорошая стойка, вы можете посмотреть. И соскок, двойной с винтом. В доскок приземляется гимнаст. Это прекрасно. Это значит, что плюс 1/10 к итоговой оценке будет у Максима. Доскок — это безошибочное приземление, когда спортсмен... Упражнение на коне выполнит Леонид Елисеев, Владимирская область. Когда спортсмен приземляется и не шагает. Возвращаемся на коня. Леонид Елисеев, Владимирская область. И сразу, к сожалению, падение. Леонид является членом команды «Тигры» в гимнастической премьер-лиге. Участвует регулярно, набирается опыта. Хорошо себя проявляет. Напоминаю, что гимнастическая премьер-лига — это проект, где клубы выступают друг с другом. И уже с октября месяца у нас возобновился сезон. 8 мужских команд и 6 женских команд вступили в борьбу за право стать сильнейшими по итогам сезона 2025 года. Уже на этих выходных завтра, 8 ноября, состоятся, к сожалению, падения у Леонида. Второе, нужно доделывать обязательно свою программу. Завтра состоятся 3 встречи среди женских команд. 9 ноября состоятся 4 встречи среди мужских команд, матчевые встречи. Вы можете следить за новостями в социальных сетях гимнастической премьер-лиги, ВКонтакте и в Телеграме. Подписывайтесь на аккаунты гимнастической премьер-лиги. Там будет вся информация. Каждое соревнование транслируется. Мы выходим в эфир, и вы сможете понаблюдать за прекрасной гимнастикой
Это отличный формат, который с лучшей стороны себя проявляет. Второй сезон у мужчин, первый сезон у женщин стартовал неделю назад. Поэтому следите за новостями, следите за соревнованиями, и я уверен, что данный формат и покорит не только спортсменов, но и вас, уважаемые зрители. Возвращаемся на кольца. Бикбулатов Александр, Челябинская область. Два представителя Челябинской области на кольцах у нас сегодня. Посмотрим, как Александр, к сожалению, падает. Допускает падение. Будет продолжать свою программу Александр Бикбулатов после падения. Хонма в угол, не получилось. Сейчас я думаю, что он будет переделывать ее. Да, он ее переделывает блестяще. Спичак. Не опирается на троса Саша. Хорошая стойка. Большой оборот. Большой оборот назад. Мы видим, что техника очень хорошая у Александра. Очень обидное падение. И завершает свою программу со скоком двойной сальто с винтом в группировке. Да, сегодня много падений на кольцах, как ни странно. Обычно на кольцах очень мало падений, особенно на маховых элементах. Но сегодня 3 гимнаста уже допустили падение. Андраник Нагапетян на коне. Выходит на коня у нас. Скрещение с разного упора в ручке с поворотом. Видим, как борется со снарядом Андраник. Тоже неплохая у него программа. И вылетает соскок. Браво! Отличное выполнение, исполнение своей программы. Следующим на кольца у нас выйдет Роман Богданов, Новгородская область, и он будет закрывать соревновательную часть у юношей на кольцах. Внимание на экраны. Роман Богданов. Большой оборот. Завершил свою программу Богданов Роман. На коне выполнен Николай Мартиков, Москва. Следующим гимнастом выходит у нас на коня Мартиков Николай, город Москва. И, к сожалению, здесь борется и падает. Жестко упал у нас Николай. Флоп русский круг выполнял. Увидели, что рука подкосилась у него и не смог вытащить элемент. Вынужден был спрыгнуть со снаряда. Много падений именно у юниоров сегодня на коне. Посмотрим, как расположится у нас тройка призеров. И соскок
Завершаются у нас соревнования на втором снаряде, на втором виде, на коне у юниоров и на кольцах у юношей. Дамы и господа, И у нас остается всего лишь один снаряд. Мы в скором времени объявим и покажем вам результаты на втором виде. Мы все в ожидании. Интересно же, как у нас все завершится на этом снаряде. И мы видим тройка призеров. Первое место Семен Калистратов. Второе место Максим Тащев. И третье место Тимур Шалда. На снаряде конь первое место Даниил Смирнов. Второе место Илья Мусин. И третье место Радмир Мусаев. Поздравляем победителей и призеров. Даниил Смирнов становится победителем первенства России на снаряде конь со своей блестящей программой. Такую же оценку получил Илья Мусин. Занимает второе место. И третье место в свою копилочку добавляет Радмир Мусаев, бронзовую медаль. Тем самым собирая полный комплект медалей. Поздравляем победителей и призеров у юниоров на коне. Также поздравляем юношей на кольцах. Калистратов Семен первое место. Вдвойне приятно это говорить. Челябинская область. Второе место Максим Тащев, Пензенская область. Поздравляем всю Пензу с этим прекрасным результатом. И Тимур Шалда, третье место, также добавляет в свою копилку очередную медаль Тимур. Не оставляет шансов другим спортсменам забраться на пьедестал. Поздравляем тренерский состав, всех тренеров, руководителей школ, родителей и, конечно же, спортсменов с этим прекрасным результатом. И через некоторое время мы с вами переместимся на следующий снаряд, на заключительный вид. Сегодня это кольца у юниоров и вольные упражнения у юношей. Не переключайтесь, остается совсем немного времени, и мы с вами возобновляем нашу трансляцию. Уйдем на небольшую паузу и через пару минут вернемся в эфир. Дамы и господа, мы продолжаем финальные соревнования в отдельных дисциплинах ВТБ первенства России по спортивной гимнастике. Приветствуем участников соревнований. И мы с вами возвращаемся в эфир. У нас все готово к третьему виду. Спортсмены выходят на арену. Кольца у юниоров и вольные упражнения у юношей.
Пробежимся по списку участников. Сейчас я вам быстро его озвучу. Юниоры на кольцах: Айдар Исмагилов, Даниил Смирнов, Михаил Шехватов, Радмир Мусаев, Тимофей Акиньшин, Евгений Поленников, Матвей Занин, Демид Щербаков, Егор Суков и Матвей Акиньшин. Юноши. Вольные упражнения: Тимур Шалда, Александр Бикбулатов, Даниил Артамонов, Максим Тащев, Андрей Порфирьев, Роман Богданов, Кирилл Иванов и Азат Закиров. Мы видим, сейчас нам показывают юниоров, которые на кольца у нас выйдут. Егор Суков, Владимирская область. Матвей Акиньшин, Владимирская область. На вольных упражнениях выступят Тимур Шалда, Москва. Александр Бикбулатов, Челябинская область. Даниил Представляют Артамонов, нам Пензенская область. юношей. Максим Этот состав Тащев, спортсменов, Владимирская область. сильнейших по Андрей итогам Порфирьев, квалификации, которые Санкт-Петербург. завоевали Роман право Богданов, принять Волгоградская участие область. в финальных Кирилл Иванов, соревнованиях Волгоградская область. на этом виде. Азат Закиров, Республика Татарстан. Объявляется разминка для первой группы. Вот они, кольца. Совсем скоро на них будут выступать юниоры. Вот как раз таки список участников. Можете с ним ознакомиться. Восемь гимнастов. Точнее, 10 гимнастов. Сейчас нам должны еще показать двух спортсменов, которые выйдут на помост. Да, вот еще два спортсмена, два представителя Владимирской области: Егор Суков и Матвей Акиньшин. А вот стартовый лист юношей на вольных упражнениях. Восемь гимнастов. Сначала выступает первая четверка, потом дается разминка для второй четверки. Проходит разминка, буквально пару минут, и мы с вами приступим к соревновательной части. Радмир Мусаев разминается на кольцах. Напоминаю, что завтра состоится финальный день, заключительный день первенства России по спортивной гимнастике. Еще 3 снаряда у нас будут. И на этом первенство России подойдет к своему логическому завершению. Но уже на следующей неделе в борьбу вступят девчонки. Поэтому следите за новостями. Завтра в 12:00 также начало соревнований. Будет прямая трансляция. Обязательно подключайтесь. Следите за всеми новостями, за всей информацией. Также, напоминаю, завтра состоятся соревнования в рамках гимнастической премьер-лиги среди девушек. Первая встреча пройдет в городе Владимир. И 2 встречи пройдут в Москве
А 9 ноября 4 встречи у мужчин. Гимнастическая премьер-лига. Встреча в Санкт-Петербурге и трое соревнований Приглашаются к выступлению. в городе Москва. Упражнение на кольцах выполнит Айдар И мы Исмагилов, готовы. Республика Татарстан. И мы готовы с вами приступить к соревновательной части на заключительном виде сегодня. Айдар Исмагилов, представитель Республики Татарстан, хозяин площадки, дома у себя выступает. Посмотрим, как получится у него выполнить кольца. На коне мы помним, что было допущено падение. Пока все получается. Спичак немного, видим, локти сгибает и на троса опирается спортсмен. Большой оборот назад. И соскок простой, двойной сальто с винтом. Вольные упражнения выполнит Тимур Шалдан, Москва. Айдар справляется со своей программой. Небольшая трудность. Посмотрим на оценку. Тимур Шалда, Москва. Вольные упражнения. Рандат, фляг, двойное сальто назад. Эффектные круги. Делай, Тимур. Японская стойка, так называемая, широкая стойка. Боковое равновесие. Два винта назад. И в доскок приземляется. И на этом все. На кольцах у нас готовится выйти Упражнение на кольцах выполнит Дмитрий Суходольский. Видимо, у нас Даниил Смирнов снялся с колец, так как у него были проблемы со спиной. Оценка Айдара Исмагилова была на вашем экране. И вместо Даниила Смирнова выходит запасной спортсмен. Это Дмитрий Суходольский. Владимирская область. Сегодня мы Диму видели уже на вольных упражнениях. Неплохо себя проявил. И посмотрим на его упражнения на кольцах. Спичак, ноги врозь, хорошая стойка. Большой оборот вперед. Большой оборот назад. Видим, что не раскачивается гимнаст. И соскок 2 с 2. Хорошее приземление. Ну и доволен гимнаст своей программой. Очень достойно, на хорошем уровне. Он с ней справляется. Вольные упражнения выполнит Александр Бекбулатов, Челябинская область. А мы с вами встречаем на вольных упражнениях Александра Бикбулатова, Челябинская область. Сегодня Сашу мы с вами уже видели на кольцах. К сожалению, было допущено падение. Но посмотрим на его вольные упражнения. Рандат, фляг, сальто. Очень интересное начало. Видимо, есть травма. Мы видим, что с повязкой на голеностопе выступает Александр. Видимо, есть какие-то проблемы с ногой, с правой. Поэтому очень простую акробатику демонстрирует сегодня гимнаст.
1,5 винта вперед. И это концовка. Да, очень простая программа. Мы пожелаем здоровья Александру. Видим, подхрамывает, идет. Но видим, что не сдается спортсмен, не снялся с соревнования. Вышел и сделал все, что он смог на данный момент. Перемещаемся с вами на кольца. Перед этим оценка Тимура Шалда 12,4. А на кольцах Михаил Шехватов у нас выступает с вами. Санкт-Петербург. Пока все получается у Миши. Спичак сгибает руки немного. И 2 с 2. 2 сальта с 2 винтами. Элемент группы Е. Соскок группы Е. Очень неплохо. Приятное впечатление Михаил оставил. А мы с вами перемещаемся на вольные упражнения. Да. Данил Артамонов, Пензенская область. Понаблюдаем. Винт вперед. Большой шаг делает гимнаст, к сожалению. Рандат, фляг, винт. Здесь хорошее приземление. Русские круги. Высокий угол. Еще одна диагональ. Да, вижу ваши комментарии. Много комментариев в поддержку гимнастов. Они обязательно все это видят, точнее увидят позже. Мы обязательно все огласим. А Артамонов Данил завершает свою программу. Пензенская область без падений. А мы видим оценку Михаила Шехватова на кольцах. 12 баллов, 66 тысячных балла. И встречаем с вами Радмира Мусаева, Республика Татарстан. Посмотрим на оценку в квалификации. 13,233. Это хорошая оценка. Подъем махом назад в горизонт, ноги вместе. Спичак по прямым рукам, ноги врозь. Раскачался немножко Радмир. Нужно погасить этот кач. Вот как раз таки сейчас на обороте назад у него это получается. И 2 с 2. Сложнейший соскок. И 2 дня подряд Радмир приземляется без ошибок на таком сложном соскоке. Браво! Блестяще чувствует соскоки, приземление Радмир. И плюс 1/10 он получит к своей окончательной оценке за то, что приземлился без ошибок. Просто шикарно. Хорошая сложность, хорошее исполнение. И, конечно, есть шансы на то, чтобы побороться за тройку призеров у Радмира на кольцах. Встречаем второго спортсмена из Пензенской области, Максим Тащев. Бланш вперед, двойное сальто вперед. Прекрасная связка для данной возрастной группы, для первого спортивного разряда. Прекрасное начало. Двойное сальто назад согнувшись. Браво, Максим. Очень хорошая акробатика. Видим, как с темпа 2 винта выполняет группа Б и группа С соответственно элементы. И мы видим, как тренер переживает, смотря на своего подопечного. Очень волнуется.
А многие говорят, что выступать гораздо проще, нежели с тренерской позиции наблюдать за своим спортсменом. И 1,5 винта вперед с разбега. Закай завершает свое выступление. Максим Тащев очень приятное впечатление оставил. Сложная акробатика для 13-14 лет. Хорошая амплитуда. И мы видим, что тренер поддерживает своего спортсмена. Все получилось. Я думаю, что и тренер, и спортсмен довольны своим выступлением. У Максима была оценка 13 баллов, 33 тысячных в квалификации. Это очень достойный результат. А мы с вами перемещаемся на кольца. Тимофей Акиньшин. Владимирская область. Абсолютный чемпион первенства России в этом году. Хонмов крест есть. 3 секунды обязательно нужно фиксировать данные элементы. Все статические элементы. Также здесь угол нужно поддержать. Опускание в крест. 13-1 в квалификации оценка. С базовой сложностью 4,8. И здесь, к сожалению, мы видим ошибка, которая может дорого стоить для Тимофея. Согнутые руки на большом обороте вперед. И тройное сальто назад в группировке. Сложнейший соскок, один из самых сложных, которые у нас вообще есть в правилах. Матвей справляется с ним, но была грубейшая ошибка. Посмотрим, как судьи оценят выступление Тимофея Акиньшина. Соревновательная часть в первой половине 3-го снаряда подошла к концу. Сейчас будет у нас проходить разминка. И уже через несколько минут мы с вами продолжим смотреть на выступление, на завершающие выступления сегодняшнего дня. 4 гимнаста у юношей выйдут и 5 гимнастов у юниоров. И на этом все. Соревновательная часть подойдет к концу. Мы с вами объявим обязательно победителей и призеров на 3-м виде. Будем с нетерпением ждать продолжения соревнований. Тимофей Акиньшин в ожидании своей оценки. Мы также с нетерпением ждем. На кольцах открывать вторую часть будет Евгений Поленников, Липецкая область. А на вольных упражнениях представитель Санкт-Петербурга Порфирьев Андрей будет открывать соревнования на вольных упражнениях. А сейчас повторы выступлений гимнастов в первой части этого снаряда. Буквально через несколько минут мы продолжим. Мы снова в эфире. Видим поддержку в сторону челябинских гимнастов, самарских гимнастов, пензенских. Также нас смотрят из Новгорода.
из Республики Башкортостан также наблюдает за соревнованиями. Промежуточные результаты у юниоров вы видели на своих экранах, пока лидирует Радмир Мусаев. Сегодня Радмир уже стал победителем в вольных упражнениях. Пишите комментарии, обязательно все объявим. Может быть, вы готовы сделать прогноз, как завершатся эти соревнования именно на этих видах, на вольных и на кольцах. Оценки спортсменов промежуточные на вольных упражнениях у юношей. Разминка завершена. И мы с вами приступаем к соревнованиям. Возвращаемся. Евгений Поленников, Липецкая область. 2008 года рождения спортсмен. Вкрут. Хонма в угол. Хорошее исполнение. Спичак. Насон Ямаваки. Большой оборот вперед. Пока все неплохо. Большой оборот назад. И остается соскок. Какой же соскок Женя заготовил? 2 с 2 прямым телом. Браво, Евгений. Сложнейший соскок. Такой же соскок сегодня у нас выполнил Радмир Мусаев. Ну, Евгений справляется. Небольшие сбавки будут за приземление на соскоке, но в целом все получилось у липецкого гимнаста. А мы с вами на вольных упражнениях. Двойное сальто назад. Начало от Андрея Порфирьева. 2012 года рождения гимнаст. Связка. Половинка назад в темп, половинка вперед. Да, мы могли с вами наблюдать предыдущего гимнаста. Максим Тащев из Пензенской области на вольных упражнениях показывал, конечно, абсолютно другую акробатику по сравнению со всеми участниками предыдущими на вольных упражнениях. Вот, будем смотреть. Будем смотреть. Сейчас боковое равновесие нам демонстрирует Андрей. Блестяще, не шатается. Удерживает. Здесь бабок, думаю, не будет. И заключительная связка. 2 винта в доскок. Андрей Порфирьев приземляется. Молодец. И не дает шансов судьям забрать лишние десятые от своей окончательной оценки. Евгений Поленников с тренером анализирует свое выступление. Сразу по горячим следам делают выводы. Здесь мы видим, как тренер с Андреем Порфирьевым также обменялся пару слов. А мы с вами возвращаемся на кольца. Матвей Занин, Республика Татарстан, домашняя площадка. Думаю, сейчас все зрители будут поддерживать Матвея на кольцах. Хонма в угол. Спичак. Хорошая стойка. Мы видим, локти прямые, не опираются на троса. И Насон Ямаваки. Большой оборот вперед. Тоже все здорово получается. Большой оборот назад. И соскок 2 с 2. В доскок приземляется Матвей Занин. Мы видим, мне кажется, сам не ожидал Матвей такого приземления удачного. Но, к счастью, все получилось. И плюс 1/10. Плюс 1/10 к итоговой оценке от судей. Конечно, бонусом придет к Матвею за его безошибочное приземление. Отличное исполнение было. Интересно будет посмотреть на оценки. Следующим на кольца выйдет Демид Щербаков, а на вольные упражнения представитель Новгородской области Роман Богданов. Он уже готов выйти. Поднимает руку. И начинает свою программу. Бланш вперед, в темп 1,5 винта вперед.
Двойное сальто назад. Мы видим низкое приземление, много потеряет спортсмен за такое приземление. Элемент манна. Спичак, ноги вместе. Здесь стоечку нужно постоять. Русские круги. Мы видим, что за счет неакробатических элементов набирает базовую сложность Роман Богданов. Может быть, пока не очень владеет акробатикой, но вот этими элементами на ковре на самом владеет гимнаст. Сейчас выполняет винт по короткой линии. И остается заключительная связка. Скорее всего, это будет 2 винта назад. Да, 2 винта назад. Доскок приземляется гимнаст. Стандартная концовка. Ну, в целом неплохо. Отличное выступление. Старался бороться за каждое приземление Роман. А мы с вами перемещаемся на кольца, я думаю, сейчас. Да, и Демид Щербаков. Демид Щербаков будет демонстрировать свое мастерство именно на этом снаряде. Чувашская республика. Подъем махом назад в горизонт. Мы видим, как ноги немножко подвисли, тело было согнутое. Будут сбавки. Элемент крест, опускание с упора. По 3 секунды, я напоминаю, необходимо удерживать каждые статические элементы. Также элементы в стойке тоже необходимо стоять. Большой оборот вперед. Большой оборот назад. Раскачался немножко после большого оборота назад гимнаст. И выкрут, соскок, 2 с винтом. Простой соскок. Выполняет, да. Завершает свои выступления на сегодня Демид Щербаков. А следующим готовится выйти на помост Егор Суков, Владимирская область. Три гимнаста из Владимирской области у нас в этом финале. А на вольных упражнениях судьи приглашают к выполнению упражнения Кирилла Иванова из Волгоградской области. 1,5 винта вперед с разбега. Бланш назад. Также несложная акробатика. Но посмотрим, что дальше нам покажет гимнаст. И остается заключительная диагональ. Боковое равновесие. Кирилл демонстрирует. Все получается. И заключительная связка. Рандат фляг. 2 винта. Да, стандартная концовка. Выполняет. Без блеска, конечно. Но свое дело сделал. Прошу прощения, Кирилл. Посмотрим на итоговые результаты. Егор Суков, встречаем. Посмотрим, что Егор нам продемонстрирует сегодня. Насколько я помню, сложным соскоком он владеет. Посмотрим. Хонма в угол. Здесь все получилось. Винасон Ямаваки. Подъем махом назад в угол. Большой оборот вперед. Большой оборот назад. Немножко раскачался гимнаст. И соскок тройное сальто. Да, был сложный соскок.
Но, к сожалению, падение. Рисковал Егор. Пока, видимо, еще не до идеала доведена техника выполнения данного элемента, но уверен, что спустя некоторое время стабильно будет выполнять спортсмен данный элемент сложнейший. Азат Закиров, Республика Татарстан, местный гимнаст. С двойного сальто вперед начинает, в доскок приземляется. Мы слышим, как публика поддерживает гимнаста из города Зеленодольск. Азат, 2 винта вперед, группа D элемент. Два с половиной винта. Красивый ракурс. Остается заключительная связка. И 2 винта заканчивает Азат Закиров свою программу 2 винтами. Хорошая сложность. Очень порадовал Азат своей акробатикой сложной. А мы с вами встречаем заключительного гимнаста сегодня. Закрывать соревновательную часть будет Матвей Акиншин. 2 брата-близнеца сегодня у нас вышли на арену. Хонма в угол. Инасон Ямаваки. Подъем махом назад в угол вне. Здесь тоже необходима фиксация. 3 секунды. Спичак, ноги вместе. Большой оборот. И остается у нас соскок. 2 с 2. С хорошим приземлением. Очень достойная программа. С уверенным исполнением. Я думаю, оценка будет хорошая. И совсем скоро мы будем готовы вам объявить окончательные результаты на этом снаряде. В любом случае, спасибо всем спортсменам, всем тренерам, которые сегодня принимали участие в соревнованиях, за вашу борьбу, за волю к победе. Мы видим, что свой прогноз Матвей сделал, что ему поставят судьи 12,5. Ну, будет интересно посмотреть, угадает ли Матвей свою оценку или же нет. Соревновательная часть подошла к концу. Совсем скоро мы объявим вам результаты. Ведется подсчет итогов. Завтра в 12:00. В 12:00 начинаются соревнования, заключительный день, первенство России среди мальчиков, юниоров и юношей. А на следующей неделе девушки начнут свои соревнования. Можете в повторе сейчас посмотреть на выступление гимнастов на заключительном виде. И совсем скоро мы подведем итоги. Матвей Занин на кольцах.
Силовые элементы на кольцах от Демида Щербакова. Егор Суков. К сожалению, соскок у него сегодня не получился, тройное сальто, но будем желать дальнейших успехов. Видим это падение досадное на тройном сальто. Азат Закиров, вольные упражнения, доскок, двойное сальто вперед, 2 винта вперед. Хорошая акробатика для данной возрастной категории. И концовка 2 винта. Это Матвей Акиньшин, заключительный гимнаст, который сегодня у нас выступал. 2 с 2 соскок, хорошее приземление. Будем ждать окончательных результатов и будем подводить итоги сегодняшних соревнований. Очень интересно. Сейчас будем смотреть. И вот они итоги. Радмир Мусаев 1 место, Евгений Поленников 2 место и Занин Матвей на домашней площадке 3 место. Мы видим, что плотные результаты. Конечно, Радмир Мусаев далеко ушел вперед и не дал шансов даже близко подобраться соперникам. Но за 2-ю, 3-ю строчку была упорная борьба. А вот Матвей Акиньшин угадал абсолютно точно свой результат. Несколько минут назад он прогнозировал его, сказал, что мне поставят 12,5. И судьи его услышали и абсолютно такую же оценку 12,5 вывели. Но этого, к сожалению, не хватило, чтобы забраться на пьедестал. Это 4 место. Но в любом случае, спасибо ребятам за их борьбу. Очень классная борьба сегодня у нас была. На каждом снаряде упорная борьба. Поэтому пожелаем успехов в завтрашних соревнованиях всем гимнастам, кто будет принимать участие. А всех вас, уважаемые зрители, мы обязательно приглашаем к просмотру в 12:00. Начало прямого эфира в социальной сети ВКонтакте, в сетях Федерации гимнастики России. Ждем также итоговые результаты у юношей на вольных упражнениях. Поздравляем всех тренеров, родителей, всех наставников, всех близких спортсменов, которые сегодня принимали участие. Каждый из вас делает большой вклад в то, чтобы гимнасты нам демонстрировали свое мастерство, свои навыки и умения на гимнастической арене. И мы с вами готовы подвести итоги на вольных упражнениях. 1 место Максим Тащев, браво. 2 место Тимур Шалда. И 3 место Азат Закиров. Как раз таки вот тут тоже плотная борьба была за 2 и 3 место. Одинаковая оценка у Тимура и у Азата. Но Максим Тащев со своей сложнейшей программой далеко ушел вперед и почти на 0,8 опередил 2 место. Браво, Пенза. Поздравляем всю Пензенскую область с этим успехом, прошу прощения. Тимур Шалда очередную медаль, свою копилку забирает. Уже я сбился со счета, какая-то медаль. Поздравляем. Это огромный результат всей команды. Азат Закиров, Татарстан, представитель города Зеленодольск. Также поздравляем весь Зеленодольск с этим результатом. Браво всем спортсменам, всем тренерам, всем родным и близким спортсменов. Я надеюсь, что сегодня вам понравился наш эфир, понравилась наша трансляция
понравились, самое главное, выступления спортсменов. Поэтому соревновательная часть у нас подошла к концу. Совсем скоро состоится церемония награждения. Подводятся окончательные итоги. Все готово уже практически к церемонии награждения. Мы видим прекрасный зал, прекрасная арена в городе Казань. На этой арене проходило множество крупных спортивных мероприятий, спортивных соревнований, множество чемпионатов России, Всемирная летняя универсиада 2013 года рождения. Ну а в этом году Казань принимает первенство России среди юношей и девушек, юниорок. Очень приятно, что в наше время есть возможность проводить соревнования для юниоров на таких шикарных объектах, при таких трибунах. Спасибо большое городе Казань за прекрасную организацию в очередной раз крупных соревнований. Организация всегда на высшем уровне. Огромная благодарность Федерации гимнастики России за то, что Федерация делает все возможное, чтобы спортсмены и тренеры, приезжая на соревнования такого рода, чувствовали себя комфортно. И мы видим, что все очень красиво оформлено. Самые лучшие судьи вызваны на работу в данных соревнованиях. Поэтому все на самом высоком уровне. Конечно же, спортсмены, видя все это, выступая на подобных соревнованиях, набираются опыта. И, конечно, очень здорово, что есть возможность в наше время находиться на таких соревнованиях. Тем более ведутся прямые трансляции каждых соревнований, чтобы как можно больше зрителей из разных уголков нашей страны могли следить за трансляцией соревнований. Ну а на этом все. Я вынужден вас покинуть, но вы оставайтесь у экранов. Церемония награждения совсем скоро. С вами на комментаторском мостике за просмотром прекрасной гимнастики в первого дня финальных соревнований в отдельных видах многоборья был чемпион России по спортивной гимнастике Виктор Британ. Хорошего всем дня, хорошего настроения. Подключайтесь обязательно завтра, 12:00. Прямая трансляция второго дня финальных соревнований в отдельных видах. Всего хорошего, до свидания.
очень. Куда ты его прикладываешь? Как будто вот смотрю списание с карты, реально. Пиздец, на 3200. А 1800 дорого. Ладно. Дамы и господа, добро пожаловать на торжественную церемонию награждения ВТБ первенства России по спортивной гимнастике 2025. Сегодня от этого запаха. Приступаем к награждению победителей и призеров финальных соревнований на вольных упражнениях. Чуть похоронил. В церемонии награждения принимают участие арбитр на виде, судья всероссийской категории Алексей Бугров, судья всероссийской категории Алексей Козин, среди юношей, выступающих по программе первого спортивного разряда. Третье место занимает и награждается бронзовой медалью Азат Закиров, Республика Татарстан. Второе место занимает и награждается серебряной медалью Тимур Шалдам, Москва. Победителем финальных соревнований на вольных упражнениях среди юношей становится Максим Тащев, Пензенская область. Для награждения приглашается тренер победителя Алексей Мамонов. Приступаем к награждению победителей и призеров финальных соревнований на вольных упражнениях среди юниоров. Награждение проводит арбитр на виде, судья всероссийской категории Алексей Бугров. Третье место занимает и награждается бронзовой медалью Дмитрий Суханульский, Владимирская область.
Третье место занимает и награждается бронзовый медальон Владислав Андреев, Самарская область. Второе место занимает и награждается серебряный медальон Кирилл Пачуян, Митинская область. Победителем становится Максим Ваннов, Самарская область. Для награждения приглашается тренер победителя Олег Ерыгин.
первенства России в упражнениях на кольцах становится Семен Калистратов, Челябинская область. Для награждения приглашается лидер победителя Семен Еремин. Приступаем к награждению победителей и призеров финальных соревнований на кольцах среди юниоров возрастной категории 15-18 лет. Третье место занимает и награждается бронзовый медальон Матвей Замин, Республика Татарстан. Второе место занимает и награждается серебряный медальон Евгений Политников, Ленинская область. Победителем первенства России в упражнениях на кольцах становится Радмир Мусаев, Республика Татарстан. Для награждения приглашается тренер победителя Ильгиз Исамов. Дамы и господа, сегодня с